Тэхён из BTS резко постарел. Что с ним случилось? Новый громкий скандал в индустрии кей-поп. Главный красавец всего поколения, Ким Тэхён из BTS, оказался под шквалом жестокой критики из-за своей настоящей внешности. Все началось с того, что Тэхён опубликовал свой свежий влог под названием «Обычный дневник» Normal Log. Вместо привычного глянцевого контента айдол показал себя абсолютно настоящим, без грамма косметики, без студийного освещения и без разглаживающих фильтров. В кадре появился взрослый мужчина с текстурой кожи без ретуши, с естественными темными кругами под глазами от усталости и повзрослевшими, более суровыми чертами лица. Нетизены и хейтеры тут же подхватили эти кадры и стали строчить тысячи злых комментариев о том, что Тэхён резко сдал, постарел и потерял свой статус главного визуала страны. Однако этот инцидент открыл намного более глубокую проблему всей индустрии. Идолы не могут вечно оставаться 18-летними мальчиками-цветочками. Парни из BTS взрослеют, их тела и лица меняются, особенно после службы в армии. Сегодня мы разберем на примере каждого участника группы, как они выглядят на самом деле без грима, как изменилась их внешность с годами и почему так называемое старение на самом деле является роскошным и естественным взрослением. Так что сегодня у нас большой и честный разговор о настоящих BTS. Без масок и фильтров. Ким Тэхён всегда воспринимался как эталон нереальной, почти анимешной красоты. Его симметричное лицо, огромные глаза и идеальная светлая кожа на сцене казались результатом безупречной работы стилистов. И именно этот образ сыграл с ним злую шутку. Когда в своем влоге «Обычный дневник» он показал реальность, многие оказались к этому не готовы. Что же мы увидели? На самом деле у Тэхёна теплый оливковый оттенок кожи, который в Корор-стандартах часто отбеливают. На его лице появились естественные мимические морщинки, которые наблюдаются у любого человека около 30 лет. После армии его лицо потеряло детскую припухлость, скулы стали более острыми, а общая масса тела увеличилась из-за жестких тренировок. Хейтеры назвали это ужасом без макияжа. Но ARMY справедливо заметили, это лицо сильного, повзрослевшего мужчины, который больше не хочет прятаться за толстым слоем пудры. Тэхён своим влогом показал пример всей индустрии – любить свои естественные изменения и не бояться своего возраста. Джин – самый старший участник BTS, его официальный титул – Worldwide Handsome, всемирный красавец, и именно к нему всегда было приковано внимание в плане старения. Но ирония в том, что Джин без макияжа выглядит практически так же, как и с ним. Когда в сеть попадали его фотографии из военной части, где по закону запрещена любая косметика, фанаты были поражены. У Сокджина невероятно чистая, гладкая кожа и очень светлый естественный тон. Однако и он изменился. Если в 2013 году он был напуганным парнем с мягким овалом лица, то сейчас Джин демонстрирует зрелую уверенность. Его взгляд стал другим. Вместо юношеского кокетства появилась мужская статность. Джин доказывает, можно меняться естественно, сберегая свою уникальность и при этом не бояться появляться перед камерами сразу после сна в реалити-шоу, что он часто и делал. Мин Юнги никогда не стремился быть глянцевым красавцем, и его отношение к внешности всегда было максимально прагматичным. Шуга на сцене – это агрессивный образ, подчеркнутый черной подводкой глаз и яркими контрастами. Но какой он без сценического грима? На самом деле у Юнги очень фарфоровая, бледная кожа, из-за чего любая усталость тут же становится заметной. В своих документалках он смело показывает неидеальность, небольшие покраснения, припухлости от сидения в студии до рассвета, слегка шероховатую текстуру кожи. Юнги взрослеет как серьезный музыкант и продюсер. Его морщинки – это результат миллионов улыбок на концертах и тяжелой работы. Шуга становится более мужественным, уходя от образа хрупкого Мин Суги в сторону глубокого и мудрого мужчины, и его отказ от постоянного прятания за косметикой в повседневной жизни это подтверждает. Джей Хоуп всегда славился своей невероятной кожей. Даже сами участники BTS часто говорили, что Хосок без макияжа выглядит сияющим и свежим. Однако армия внесла свои коррективы. Когда Хосок находился на службе, выполняя обязанности инструктора на открытом воздухе, его лицо подвергалось огромным нагрузкам. Солнце, ветер, пыль. На фотографиях того периода мы увидели совершенно другого Чон Хосока. Ушла юношеская слащавость. Кожа приобрела загар, на лице стали четче видны мимические линии вокруг губ, которые появились из-за его знаменитой яркой улыбки. Но вместе с этим Джей Хоуп стал выглядеть как кремень. Это больше не тот мальчик, кто стеснялся каждого прыщика на экране в первые годы дебюта. Это взрослый мужчина с огромным жизненным опытом, который гордится каждой деталью своей внешности.
Намджун с самого начала карьеры сталкивался с хейтом по поводу своей внешности, потому что он не вписывался в классические корейские стандарты кукольной красоты. Но именно Намджун первым начал смело показывать свое настоящее лицо. Без макияжа Намджун имеет красивый смуглый оттенок кожи, на котором иногда видны небольшие недостатки естественного характера – пары, следы усталости от постоянной умственной нагрузки. С годами лицо лидера стало выглядеть намного более фактурным. Он сильно возмужал в армии, его надбровные дуги и челюсть стали более очерченными. Намджун не пытается омолаживать себя искусственно или краситься для каждого селфи в соцсетях. Он на примере показывает принцип «love yourself» – «люби себя». Его настоящая внешность без косметики олицетворяет интеллект и матурность. Он взрослеет как мудрый руководитель и глубокий художник. И это выглядит потрясающе. Пак Чимин – человек, который прошел через самые жесткие стандарты корор красоты. Все помнят, как он мучил себя, чтобы добиться идеального внешнего вида. На сцене он всегда выглядел сверхъестественно. Smoky eyes, слепящий тон, полное отсутствие изъянов. И тем ценнее для нас его образ без косметики. В последних проектах, таких как шоу Are You Sure с Чонгуком, Чимин почти все время находится в кадре с чистым лицом. Без грима у Чимина очень мягкие, домашние черты лица. Мы видим небольшие припухлости по утрам, естественный румянец, иногда даже маленькие прыщики, которые он больше не стремится судорожно закрашивать тональным кремом. Да, его лицо меняется с возрастом, появляются первые признаки того, что ему уже далеко не 20 лет. Но эти изменения делают его живым. Чимин наконец-то принял свое тело и свое лицо. Он больше не худеет до изнеможения, и эта здоровая зрелость делает его еще более привлекательным и настоящим. Чон Чонгук рос на глазах у всего мира, он дебютировал совсем ребенком. Долгие годы за ним закреплялся статус золотого макне с абсолютно милым кукольным лицом. Но Чонгук сейчас – это настоящий слом шаблонов. В своих домашних прямых эфирах он смело выходил на связь без макияжа, демонстрируя реальную текстуру кожи, куда иногда входят и небольшие шрамы или покраснения, свойственные любому человеку. Когда он вернулся из армии, его внешность претерпела окончательную трансформацию. Лицо стало более массивным, челюсть тяжелой, и следы возраста тоже понемногу стали начинать проявляться. Он больше не похож на того подростка с сингла No More Dream. Это мускулистый, уверенный в себе мужчина с татуировками и пирсингом, который спокойно относится к своим несовершенствам кожи на видео. Чонгук показал, что можно сохранить юношескую искру, но при этом стать сильным, брутальным человеком, не зависящим от того, накрасили его сегодня для кадра или нет. Подводя итог, стоит сказать одну важную вещь. Скандал вокруг влога Тэхёна «Обычный дневник» — это не проблема внешности самого Ви. Это проблема завышенных, ошибочных и токсичных ожиданий общества и нетизенов. Недопустимо требовать от людей, которые находятся в индустрии уже более 10 лет, статичной красоты манекенов. Парни из BTS взрослеют. Они прошли армию, они перенесли годы тяжелой работы, недосыпов и жесткого стресса. И то, что их лица меняются, это абсолютно прекрасно. Это не старость, которой нужно стыдиться. Это переход на новый уровень. От мальчиков-плейбоев к зрелым, мудрым, роскошным мужчинам, которые больше не нуждаются в том, чтобы их сияние зависело от толщины тонального крема или выставленных специальных фильтров. BTS уже всем все доказали. И появление без макияжа, их смелость показать себя суровыми, уставшими, но настоящими – это и есть настоящая сила и высшая степень свободы художника. А что думаете вы по этому поводу? Чей образ без косметики вас вдохновляет больше всего? Обязательно пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые большие разборы из мира кей-поп. Всем пока!